две руки мои. Угу. Вторая такая же там. Бомба. Слушай, тут килограмма, наверное, я думаю, ну 3 точно будет, Слушай, верхняя я если не больше. пойду за ножничками. Всегда Ну вызревает, всегда такой, всегда вызревает. Ты ж посмотри, что творится. И когда разрезаешь, там как бы сердцевинка нормальная, да? Ну вот, видите. О, ос кормит. Вот откуда ос, он их размножает, походу. Не-не-не. Это ты для меня его берег? Да. Попробовать, видишь, осы доедают. Карамельный какой-то. Да, хочу выкинуть. Пробую все, не могу, руки не У поднимаются. него реально какой-то карамельный мускат. Зреет вообще супер. Кто спрашивал про мешочки. Суперовские Так мешки. это такие, как и украинские, да? Суперовские, и завязки суперовские. Вот эти, а вот эти вот зеленые. А, вот так эти... слушай, тут завязки даже Да, покруче. а вот смотри, зеленые, что я покупал здесь у нас, Угу. в Минске. Ну, ерунда полная. Ну да, слушай, это реально лучше Что даже. хотел показать. Да. Вот пальчик, да? Пальчик. Да, тут как бы шедеврики вот эти длинные, да, Ага. там еще есть. Но вот это, вот, я не Ну знаю. это вообще бомба. Что это? Смотрите, сколько у меня вон животных. О, да тут рой. Ну, Я говорю, ты их разводишь. Хорошащие. Мне твоя лодка нравится. Она вообще когда не сплавала? Да. Всем привет! Пригласили нас в гости. Угадайте, к кому? К Виктору Жуковскому. Мы у него уже были. Даже подписчица писала: заедьте к Виктору Жуковскому, поснимайте видео. И как раз так совпало, что мы как раз к нему едем. Мы заехали в гости к Виктору Жуковскому. Мы у него уже были не один раз. Давайте заценим. Ну вот на фоне крутого Мерса поснимаем Витин виноград. Конечно, лазяняка у него. Мама, не горюй. Я не знаю, как он этого добивается. Смотрите, это можно подумать, что это жирующее. Да нет, у него, честно говоря, всегда такое. Это что у тебя? Мускатблау. Ни хрена себе. А что такая лоза у тебя? Это он привитой? Но дело в том, что это второгодочка. Я обломал один. Их было два таких. Я обломал. И один начал жировать, потом пошел второй, ну и второй тоже. Но все-таки этот жирующий все-таки или нет? Немножко поджировал. Поджировывающий. Но я просто видел у тебя на других такие же лозы, поэтому я так уже ничему не удивляюсь. Ну вот, здесь нормальный результат. Это Вот первогодка. первогодка? Этого года, да. Для первогодки. Да, И что это? Виктор. Виктор. Размножаем то, что растет. Медленно и уверенно приближаемся к шедеврам. Но это еще пока не он. Это что? Прибор, Аркадий. Аркадия. А, это ты сделал отводочек, Не, да? не, отводка там, отводок там покажу. Это Ну и сажень. вот. Вот оно. Ну, можем развязать. Вот. Да не надо. Чего? Ну ладно, развяжи. Давай развяжем. Сколько этой Аркадии лет? Наверное, 6-й год. Мы же тогда снимали, я хотел ее выкинуть. Помощница у нас за стенкой, так что Хотел извините. выкинуть ее? Ну, помнишь, я же тебе говорил, что не получалось. Она у меня, А, ну да, да. получается, ручки, крючки кривые. И подламывал. А, именно обламывалась. Подламывал при укрытии, не Вот знаю. лоза. Я офигею. Слушай, вот я смотрел у Дорошенко, да, вот там примерно такое же было. Не знаю, как это снять сейчас. Да ладно, Я уже может и не снимем. Одевал. Не, Блин. не, снимем. Короче, это мешочек, Раздуло еще в мешке. 5-литровый мешочек, он еле-еле налез на эту гроздь. На лес он нормально, а он не вылазит. Ну, когда он налазил, видимо, он был немножко поменьше, эта гроздочка. Да. Слушай, наверное, не снимай, потому что Да ладно. ты потом не оденешь его. Это капец. Во. Во. Сядь-ка на фоне, чтобы было понятно, что это. Две руки мои. Угу. Вторая такая же там. Бомба. Слушай, тут килограмма, наверное, я думаю, ну 3 точно будет, Слушай, верхняя я. если не больше. Пойду за ножничками, сейчас, секунду. Сейчас будем чикать. И, в общем, в этом ряду, ну, блин, они тут все такие крупные. Ну, вот стандартная, скажем так, аркашка. Килограммчик, ну, кило 200 может. Вот такой. По 3 метра у тебя, да, ряды? Пробуй. Ну, давай. Верхняя Ой, уже. Да. сладкая. Верхняя, У меня не такая. верхняя готова. Ну, косточка еще. Нет, не, ну уже верхняя готова, класс. Я, кстати, посмотрел, у моей косточка уже вроде темноватая, но сахара пока какого нет. Она на солнце ей тут вообще как. В общем, у тебя здесь везде пристенок по всему периметру. Здесь да, да. И здесь, и там, короче, сплошные пристенки. Ну, практически. кроме технарей. Практически, да. Ну вот, 20 грамм. Одну сегодня дедушке срезал. Говорю, ну зелененькая еще снизу. Режь, я зеленое люблю. Ну, Мгм. любишь, давай. Вот. Вот я сделал еще. Короче, 3 метра у тебя, да? Да. Вот я сделал от маточного куста и сюда котовлак.
Слушай, ну все-таки это не жирующий или все-таки Я жирующий? не знаю, но это не, он у меня всегда. Ну вызревает, всегда Да, такой, всегда вызревает. Ты ж посмотри, что творится. И когда разрезаешь, там как бы сердцевинка нормальная, да? Ну вот, видите, Ну вот сделал. свисающий прирост, свисающий. Такой типа одноплоскостная, типа Г-образки такая получается. Ну и вот так по всему периметру. И вот такой забор бетонный. В принципе, здесь затишье. Это в лаку, видишь, Ага. замантывали оттуда, он прикопал. Еще один куст будет, потому что ну тут кадрянки дофига места. Ну хвались, что это? Кадрянка, ну что это же, не помнишь кадрянку? Кадрянка. Не помнишь кадрянку мою? Для меня они уже все стали на одно лицо. Кадрянки, Надежда ранняя. Надежду Мне, раннюю- кстати, Надежда ранняя больше нравится. Я посадил Надежду раннюю, Олег мне дал. Ну, кадрянка у тебя тоже каждый год неплохая. Да. Давай вот эту оборвем, потому что она поврежденная. Да, Чтобы потом... Вон там есть, куда ее ложить. Тоже такой. Короче, Вырезал, очень много вырезал, треснуло. подожди, ну здесь уже метра 4, наверное. Здесь больше, да, куст. Удалил же куст. Ага. Вон, видишь. О, ос кормит. Вот откуда ос. Он их размножает, походу. Не-не-не, я не размешу. Кормушечки или отрава, да? Тут отрава, да, там кормуш не летят, ягоды. Не хотят. Короче, в кормушку не летят, а так. Так же вот дождался. Где ромбик? Вот ромбик. Не вижу ромбика. Ну, уже съели это остатки, вот. Я, видишь, осы доедают, я Это специально... ты для меня его берег? Да, попробовать, видишь, осы доедают. Просто какой вкус, когда он висит. А когда он был готов? Ну, неделю назад пробовал. Многие говорят, что ромбик не это самое. Такое ощущение, Ты даже, знаешь, что мускатик я не есть скажу, даже. что он прям слаще Аркадий. Он примерно по сахару как... Он Ну, он ранний. очень ранний, он уже неделю назад кушали. Короче, значит, у тебя Аркашка полностью набрала кондиции. Не замерял брик сколько? Нет, я не брал дома. Что-то поторопился. Дома этот сам. Косточка почему-то наполовину коричневая. Хотя он реально давно готов. Странно. Ну, да. Это кто? Это лебедянский универсал. Лебедянский Кузьмина, да? Все-таки это вот мы тогда снимали, все-таки это аидиум. Вот это вот зараза. Или Да. что-то, я не знаю, потому что, видишь, аидиум прихватил. Есть, да? Один из всех ухватил аидиум. Угу. Ну, этот вкусный тоже сейчас тебе резану. Нет, что-то на идиум это не похоже, это что-то другое. Ну, лист, может, нет, но... Пробуй. А здесь, видишь, вот аидиум я сегодня срезал вот эти самые. Вкусный? Не пойму, что напоминает. Мускат такой свой, интересный мускат. Уже какой год? Карамельный какой-то. Да, хочу выкинуть. Пробую все, и не могу, руки не поднимаются. У него реально какой-то карамельный Глаза мускат. зреет вообще супер. Ну, видишь, вот он у него, вот я специально не срезал пасынок. Угу. На идиум живой сидит. Да, есть. Да. У меня в этом году, слава богу, вообще не Ну, пятнышко. Он каждый год. Какой бы ни был год, каждый год. Короче, неустойчивый он к этому делу, да? хватает. Ну, тут сейчас интересно, он тоже развязывает. Прео? Это Виктор. Или Виктор, да? Виктор. Тут есть такая ягода одна. Надо развязать. Опять развязан. А где-то, не, ну тут просто есть, что я такого никогда не видел. Кстати, там? мешки с этого самого суперовские вообще. Откуда? С Валберис? Валберис. Кстати, да. смотрите, кто Суперовские, спрашивал про мешочки. Суперовские Так это мешки, такие, как и украинские, да? Суперовские и завязки суперовские. Вот эти, а вот эти вот зеленые. А, вот так эти... слушай, тут завязки даже Да, а покруче. вот смотри, зеленые, что я покупал здесь у нас, Угу. в Минске. Ну, ерунда полная. Ну да, слушай, это реально лучше Что даже. хотел показать. Вот Ух ты. что выдал Виктор. Да. Вот пальчик, да? Пальчик. Да, тут как бы шедеврики вот эти длинные, да, Ага. там еще есть. Но вот это, я не Ну знаю, это вообще бомба. Что это? надуло, тыква. конечно, есть, да. Тут отдельно Капец. жалко. Что еще заметил? Не знаю, буду смотреть. Сейчас Егорутин выпустил ролик по поводу треска ягод. Мгм. И я обратил внимание, было без мешков, трещало, мешки одел, даже дожди идут, не трещит. Я то же самое одел на дубовский розовый. После дождей треска вообще не было. Мешки, ну блин, ну Мгм. почему его не любить? Ну да. И да, сахара маловато, но есть можно сколько хочешь. Ну, тоже тут. Ну, в этом году он отдыхает. Мгм. А, Прошлый- ну это прео, да? Это преображение, да. Ну вот, тоже бомба. Ну, здесь, да, здесь такая за 1,5. Ну да. Здесь за 1,5 такая она. Хорошая бомбочка. И вот я только сегодня чуть-чуть осветлил. Чуть-чуть сегодня осветлил, потому что Мгм. больше набирает окраску в тени.
Вот я заметил, вся ягода, если листва закрыта, краску набирает. Ну это вот, в этом году все, и я прощаюсь с ним. Это? Ну это кадрянка. Кадрянка на что-то привитать на было. этом самом, на Альфе. Вкусное все, как бы да, ну. Вон Горошит, ос, вон, смотрите. Горошит и осы прям по Подожди, а на чем-то у тебя еще привитая, ну там нормально. Кадрянка вон на этом самом, на Минском розовом, супер. Там нормально. Да, да. Короче, крупная. от... Подвой зависит, мы же тогда еще говорили. Ну, от вот мелкую подвоя. попробуй, уже вкусно съедобная. Ну, мелкая, да. Ну. от И вот подвоя, опять же говорю, смотрите, вот о чем Я говорю. тоже. Может быть совпадение, может я не прав. Здесь все потреснуто без мешка. Мгм. Здесь вот в мешке. Ребят, ну блин, ну вот я ж не вру. Ну вот что-то чуть-чуть, вся ягода целая. Почему? Не, ну туда влага сильно не попадает. Может Там быть, крайнее может зацепит. быть. А так, ну урожайный все. Ну смотрите, сколько у меня вон животных. Ой, да, животных Ну, в этом году много. м. О, да тут рой. Ну, Я говорю, ты их разводишь. Горошащая ягода, вон они. Да пускай едят, ну, хоть кто-то поест. Кому-то хорошо. Хоть кому-то хорошо. Да. Новый сорт пельмидор. Да, сорт пельмидор любимый. Вот есть желтый такой. Ничего с ним не делаю, только поливаю. Все. Не болеет? обработок, ни подкормок. У нас климат вообще как-то поменялся, ты не заметил? Это что мы тут мимо прошли? Тоже? Это Байконур, елки. Но он не готов еще, да? Ну, ты знаешь, что черная ягода вкусная, но у меня как-то он видишь, Ну еще не то. вот его кондиции Байконур. Вот. И размер, и это самое. Но хочу тебе сказать, что ну вкусный. Сейчас я тебе ягодку найду. Проколол. Слушай, некоторые ягоды уже черные, точнее все Ну, черные, и некоторые тут совсем зелененькие. Ну, у него есть такое. Ну, уже съеду, Мгм. полностью съеду. Ну, косточка зеленая. Косточка зеленая. Да. Ну, а Ну, вкус неплохой. Просто до этого я немножко послаще пробовал, сейчас он немного рано проигрывает, еще. да, ему еще рановато. рано. Сегодня второе у нас число. Не, хороший вкус. Таких кондиций никогда не было. Вот за сколько? Слушай, а у него вообще сортовое что-то должно быть или нет? Ну, я думаю, да. Надо, чтобы вызрел. Это Я- первое у тебя плодоношение? Второе. Второе. В Ну прошлом что? году ты помнишь. А, ну да, там бесполезно было что-то дожидаться. 5 числа. И... Юпитером ты недоволен, насколько я помню. По вкусу. Ну, вкусный, да, но 2 куста не буду держать, один, все. Вот лучше, Терпость не уходит? терпость не уходит. Короче, у всех засада Да, с терпостью. Лучше вот клубничный. О, так клубничный. Он у тебя еще не плодоносил, да? Нет, это второй год из одной почки, я там над ним... Привитой? Нет, 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 одна почка. С одной почки он у меня пошел и... Прима Украины. Да, я не ошибся, Прима Украины. Второй год. Урожай был? Вот. Это... Я сам не видел. Я смотрю, разгребаю, блин, лежит на земле все время, но я еще не пробовал ничего. Ну, конечно, лозы. Слушай, ну он крупненький все равно. У меня второй год сигналочки, ну ни о чем. Смотри, где лозы. Вот, вот, Ну, вот, монстр, вот, да. вот, вот. Причем их 4. Ага. Их 4. У меня в этом году что-то он слабенький вообще. Вот жир у меня, это Гелиодор на 342-м. Тоже Гелиодор? было- Да, тоже было 2. Один обломал вот этот. Выпустил из земли, из корня, замещающий. Посмотри, что вытворил. Ну вот. Это уже из замещающей почки. Ага, замещающий. из А чтобы основной- было не из А вот замещающей? из основной. Да, лозы у тебя, конечно, мощные. Нет, ты Причем это не пристенок, ну хотя затишье это по-любому не у тебя здесь. пристенок, ну вот уже я зачеканил второй раз. Ну, Мгм. уже 4 метра, куда его? Чем кормишь? В этом году был весна куриная, это самое, подяжил. Ага. Куриная и монофосфатом. Один раз по листу, один под корень. И все. Все. Всем говорю, все кричат, нет, вот мульча. Ага. Дожди, мульча, все это съедается, все туда. Ну у тебя ни гряды, ничего не поднято, у тебя Не, ну, просто, у меня по просто сути, под уровень земли, чуть-чуть приямочки, но Да, это да. просто уже отходы производства выложил. Вот Прима Украины. Кирпичи или что это? Олежке, привет, Петкевичу, вот он мне дал саженец в этом году. Что это? Прима, ой, Надежда ранняя, Прима А. Украины. Надежда ранняя. Олег мне дал. Ну, сидел, потом как ракета. Бананас. Дохлого дал. Это от стража, да? Да, но он говорит, на, все равно никому он не пойдет. На тебе. Развлекайся. Да, Ну живой, нормально. Живой, в следующем году уже будем кушать. Это прививочка. Яблочки привитые. А, прививка. Нормально.
Короче, с прививкой у тебя вообще все в порядке, я смотрю. Но это не я прививал, это товарищ. Он мне в этом году опять вишню всю перепривил на черешню. Это привитая Каринка русская была, привил сюда я на нее белоснежку. Белоснежка. Да. На Каринку русскую прививка. Прививка в штамп. Да, Ну вот помнишь, кто что- спрашивал про прививки в штамп, ну вот результат. Процент выпада вообще этой прививки какой? Ну, Мы с тобой как-то прививали, что-то там... ничего не получилось, было сильное сокодвижение, очень сильно одна прививка получилась. А так 100 из 100, если я в этом году буду делать в ноябре. Вот ноябрьские прививки у меня, которые есть, которые я делал в ноябре 3 или 4 года назад. Мгм. Все 100 из 100, то есть и сохранились, привились, прижились. Вот только тот По-моему, год, когда вот мы это с тобой... тоже были. вот ноябрьская. Ну тоже, смотрите. Я сейчас развяжу, надо попробовать. Здесь очень вкусная, очень... Она, по-моему, что-то из ультраранних, если я не ошибаюсь, или ну, нет? она как бы да, но еще низ не готов. Перегрузил. Мгм. Ну, красивая ягода, крупная ягода. Цилиндрическая гроздь, это я здесь уже срезал, подтреснула, честно говорю, что была подтреснула. Ага, есть Оса немножко. начала бить, да. Но опять же вот в мешочке, Слушай, трещинки такие, запятые какие-то интересные. опять же вот в мешочке, сейчас верхнюю дам, уже мускатик есть тут. Крупную не даю, но такой свой вкус. Так щелкает. Да, и свой вкус такой приятный Приятный мускатик. мускат, Приятный необычный. мускат, и я доволен, что у меня 3 куста. Вот Так, одна косточка. прививка. Ну ему еще повисеть. Да, Ну, уже надо близко, уже надо близко. повисеть. Ну, смотрите, ну прелесть. Ага. Гроздь, прелесть. Ну, эта гроздь уже наполовину, вот она. Ну, немножко есть треск, сразу говорю, кто... А гроздь не плотная, хочет. нормально вообще? Вот рыхленькая гроздь. Это, естественно, не Да, без да, всяких да, подрезов. видишь. Или это не добрал я, когда чистил, или... Еще недельку и будет вообще огонь. Очень Мускат вкусно. очень приятный. Реально, говорю, что вкусное, вот, ну, то, что мне нравится, то есть, ну, реально вкусно. Слушай, вот сколько у мешочки, тебя сейчас? Вот мешочки, видишь, зеленые. Ну да, да, да. И вот такое расстояние. Те красные свалберисы Ага. шикарные. Здесь оса еще лезет, надо вот так вот подкручивать. Короче, Ну, кто-то стал делать лучше даже, чем украинские эти, да? Я не знаю кто, но вот я взял, доволен. Цена такая, ну, Демократичная. 20 рублей 25 штук. То есть, как бы, ну... Ну, по сути, по рублю за штуку. Да. Ну, блин, не очень как бы и дешевый, по-моему. Не дешево, да. Ну вот гроздь тоже. Ну, вот зато она надолго. подтреснута, вот она тоже надулась. А, Надо ну вот, чистить, надо буду, чистить, завтра буду чистить, муха. Мгм. Мошка там прям внутри сидит. Это тоже тот же самый Байконур, только вот, видишь, там темный уже. Ну, а тут здесь такой, да. чуть-чуть холоднее. И, ну, А почему холоднее? При стенах а нормально. север там. А, здесь ближе оттуда- к ведрам твоим, да? Конечно, а там же не заходит вообще. Там дом, сарай и все. Мгм. Ну, это Тоже привитые груши? Нет, это мы в прошлый раз забыли, это просто Мария груша. Слушай, и не болеет. Ну, в этом году очень плохо померзла. Была одна огромная такая, я срезал, потому что ветка вот попадала, ломалась. Ага. Ну вот, кто хочет это самое, сразу скажу. Этот, как он, Аладдин. Ага. Ну, я недоволен. Я тоже Володином что-то недоволен. Честно говоря. Гроздь мелкая, оставлял Мускат под две. есть? Нету ничего, он зеленый, еще он кислый. Но в этом Ну, году... давай я тебе вот срежу красненькую ягоду. Ну, он кислый. Ну, нагрузка никакая, 2 куста, нагрузка никакая, видишь? Ну, как бы... Ты знаешь, сладкий? Ну, Ну, сладкий. муската вообще нет. Не-не-не, нет. Я недоволен, еще попробую годик. Потому что нагрузки нет, роста нет. Мгм. У Юры Стражева смотрю, я у него брал, правда. Ну, этот Аладдин. Ничего не хочу сказать, все как бы это самое. Но у меня он не идет. Не идет, ну что, ну. И Слушай, ну еще пока время есть. Ну, время есть, ну, конопушки ведь. Ну, сравнить, вон время У и меня вот тоже время. конопушки, да. Слышишь, вон время и вот время. Ну, тут Ну, же да. интересней. Ну, согласись, интересней. Я на него закину даже Белоснежку, но интереснее намного будет. Хорошо, и если что, будешь перепрививать? Да, скорее всего. Ну, один оставлю куст так побаловаться. А, Так, скорее а всего, сколько их у тебя? 2. Я аж по 2. Короче, я ты все по высаж- 2. Ну, место было-то. Вот это вот интересная штука. Ну, гороши. Кто? Что? Ай. Сейчас я тебе скажу, подожди. Слушай, плотный такой. Красобалок. Угу. Красобалок. Сейчас покажу, какая она Ну, должна такая плотненькая, кукурузная, кругленькая быть. гроздочка. Вот ее оригинальные ягоды. Вот такие должны быть. Мгм. Ну, вот такие, вот такие. Ну, в этом году чуть получше. Но гороши тоже горох. Вон, вообще Хороший. кукурузина. Горошек. Ну, видишь, вот.
В прошлом Хорошо, году- а по созреванию, по вкусу, по болезням? Щас я тебе по болезням, ну вот, по болезням я доволен, супер, Чистенький, чисто. да? Да, что-то прихватывает, но обработок хватает, чистый. По вкусу, ну сейчас ты сам расскажешь. Всё. Вот я, вот еще, он не готов. Ну, пробуй. Вкусно. Вкусный? Он Мгм. еще не готов, но он вкусный. Свой вкус, свой специфический. Короче, у него еще аромат какой-то появится. Да, да, еще появится, поэтому оставляю. М. И если добиться, скажем так, вот добиться, вот чтобы было вот так вся гроздь, или вот так вот. Ну, здесь я прорезал, говорю честно, прорезал. Мгм. Потому что, ну, не Слушай, он хороший. хороший, приятный. хороший. Тут, Короче, ну, еще сортовой аромат какой-то наберет, да? будет, Сортовой еще вкус. будет. Это вот, как я не хотел, в прошлом году 4 раза пробовал этот самый кишмиш этот. Помнишь, что я все ходил? Цимус. Мгм. Как я не хотел эту водичку сладенькую, жиденькую, посадил. Ну, у меня что-то слабенько тоже идет. цимус. Нет, хорошо, это этого года. Это одного года? Это одного Блин, года, у этого меня- года. у меня Это- Место там какое-то, я что туда не посажу, там всегда. Есть у меня место, я покажу. Одно место есть, ничего не растет. Ну там это Оно я- у меня потом растет, но спустя там 5 лет начинает. Я не знаю, что там за бермудский треугольник. Это тоже 2 куста буду перепрививать один. Ну, тут надо вот так кушать. Что это? Пришел как карамельный, поеду в пятницу, уже будет выставка. Ну, он вкусненький. Мгм. Тут тоже такой свой аромат. У Устинова хочу, это оттуда, с института. Но пришел один как карамельный, второй как кишмиш розовый. Мгм. А Он реально карамельный. карамельный, вкусный, да. Тут вот, это тоже Юрка дал мне дохлячка, он меня паразит. О, Что-то кроты у тебя как орудуют. Хамелеон тоже дал. На, говорит, справишься. Тоже такого обморочного, ну, Мгм. глаза вот, смотри. Блин, я думал, это живой сидит. Да, это воронка моя подружка. Ну, это малыш этого года, я еще себе закинул сюда этот сам Слушай, Виктора. у тебя однолетки очень хорошо выглядят, я бы сказал. Виктора закинул, хочу. Ну, маркет, это ты видишь. Ага. Короче, ты еще 7 подсел кусков. на технарей. Ну, не подсел, я Середина посадил, участка у пускай тебя, в будет. принципе. Как бы маркет, он идет. Он, Мгм. То есть, ну, ему еще недельки 2, и я думаю, что будет хороший. Яблоки у тебя шикарные, конечно, и груши. Это Маленькие деревья, яблоки здоровые. повезло еще, я их покупал с Польши. Саженцы. Саженцы? польские, Да, да. А сейчас же нельзя вывозить, да? Не, это польский у меня. Польский, вот этот польский Леголь. И есть 2 польских, покажу этих, ну, самых моих любимых, блин, как они, чемпионы. Мгм. И есть 2 чемпиона, которые уже прививали здесь. Польский чемпион, ну, селект перевивали здесь, на этот самый. И другой совершенно получился. Ну, Это спонсор, это ни о чем, это кислый. Спонсор Хочешь, Павловска. Слушай, и у меня сидит, хорошо идет, кстати. Но На, пока- но он кислый, красивый, но кислый. Это где-то конец сентября, ну кислый. Кисляк, верхняя ягода кислая. Не, вкус, кстати, есть уже. Ну, аромат есть, да. Но, он кислый. ну еще кислый. А вот Кстати, по-моему, спонсор даже жалуется в Пинске. На юге Беларуси, что не... Видишь, доедают осы, этот самый, белоснежка. Ну, они ее рубают. Мгм. Вкусно. Это Белоснежка? Да, белоснежка. Это корнесобственная у меня. Угу. Угу. Ну. Угу. Ну, приятно. Я бы сказал, освежающе. Еще, да, еще зеленовато, но уже и кислинка такая классная. Угу. Что мы сейчас будем баловаться? А это технарь. Это Бриана, да. Это технарь Бриана. Угу. Если не ошибаюсь, немец. Тут еще зеленоватый, чуть сейчас пошли найдем. Где-то есть Короче, гости, ты на я еще- виноделе уже подсел. Нравится тебе этот процесс? Нравится. Получается. Я уже сегодня наелся, так вот жмени и кидай сразу. Это Бриана. Да, это Бриана. Хорошая, чистая, лоза зреет. Ну, Ароматик. Изабелка, но приятная. Нету Изабеллы тут. Не может Мне быть. кажется, Изабелка. Нету. Это ж не это самое. Вот это уже будет, это Вардува, это уже прибалт здесь. Но здесь совершенно другой вкус. Сейчас я тебе дерну. Ну, сейчас мы надергаемся, я тут Я повалюсь. Но я вот за этот вкус, я тогда у Светланы, мы с ней менялись тогда черенками. Мгм. Пробуй. Такой вкус, супер вообще. Я даже пошел в магазин этот личи, или как его искать, чтобы сравнить вкус, да, Это да. сладкий. Сладкий, вкусный. А ближе к косточке кисленько есть. А вот это прибал. Тут уже есть что-то такое.
изобильная. Вот еще одна у меня, видишь? Ну это вот трехлетки, не пошли они. Это Белоснежка тоже. Мгм. Не пошли. Слушай, сколько Я у тебя доволен. этих белоснежек? 3. 3 уже. Одна привитает, 2. И я не собираюсь от них отказываться. Алешка? Алешка, вот одна гроздь осталась, все съели, все, остальное все. Давай едим. Так, а болячек нету. Так вот, есть чуть-чуть, есть где-то я находил на очень молодых листьях. В этом году нету. Знаешь, что сделал? Что? Когда обрабатывал медным 3% купоросом деревья, Угу. осталось, и я весь забор 3% влупил. Перед открытием, то есть работал же ранней весной, весь Думаешь, забор это прям спасло? землю. И потом второй раз то же самое, 1% забор и землю. Ну, посмотри. Ну слушай, Стандартная я обработка. обрабатывал, ну Ардан, там же на основе купороса, правильно? Медного. Я купорос же луплю такой мощный. И как бы все равно там после 3 обработок все равно хватает. Здесь Мне кажется, я начал монофосфатом калия долбить нормально, и он у меня перестал болеть. Я не буду даже, понимаешь, смотри, лоза уже вот. Мне лозы хватит, вот уже коричневая лоза, все. Да, да, все. И оставлю Уже. один куст, тут их переплету с А сколько было? белоснежкой. 2. Тоже какие-то новые посадки свежие, да? Это кортис. Короче, вот, раз ряд, 2 ряд, 3 ряд технарей, да? Да, 3 ряда. Это весь кортис будет. Это будет 2, вот это кортис, это 2 карбона, как каберне. Мгм. И там кортис, и вон там еще кортис, 5 кустов. И здесь вместо кристалла будет кортис, еще 3 куста. Да, серьезно все. Ну, не хочу, ну зачем кристалл? Помню, Вот. когда раньше приезжал, у тебя как-то так было уже много всего, но по Ну, сравнению с теперешним, конечно, все гораздо Память скромнее было. учителя. Ну вот кричат. Кстати, мне говорили, память у учителя, у него должно быть зелененький Нет, листочек. ну вот память Вот у учителя, меня один да. в один листочек. Вот красные листья. Ягода, цвет тоже. Значит, у меня красный, память у учителя. конечно. А то уже напугали, что у меня пересорт. Да не, ну вот она. Ну, я свой пробовал, у меня еще... Он, кстати, сахар набрал, Да. но пока... Все то же самое, вкуса смотрите. нет. То же самое до козульки, да. Вот, одел в мешки, треска практически нету. Мгм. Ну, это уже дернуло. Вот. Обычно у него треск. Ну, вот это, я считаю, это нет. У него обычно, я сейчас покажу, где треск. Все-таки Вот трещит, осы доедают. Без мешка. Вот доедают осы. да? Мгм. И у него трещит вот здесь вот обычно. Там посмотрим на том кустике. Вот в мешке, ну, ребят, ну. Не, хороший. Я тебе Розочка сейчас срежу. хорошая. Ну уж какой вкус классный, видите. Что это? Это самая ягода. А, вот, кстати. Я тебе эту срежу, ничего, вот. А, у плодоножки немножко Да, но треск. нам подсыхает, если с водичкой. Ну, вкус уже балбезный. Балбедный. Пробую. М, Я да ж слаще. Я тебе говорю, что вот. А там зеленый висит. А там висит зеленый. Ладно, а здесь оставляю, потому что южная сторона, видишь какой он? Ну, супер. у меня в этом году только сигналки. Тоже мучился. Весь черный. Видишь? Не, ну нормально, результат хороший. Вот, вот зеленые мешочки, смотрите. Ну вот, да, смотри, вот смотри, сколько ос внутри. Вот они, зеленые мешочки, видите? Подожди. А это просто там что-то Ну, да, зацепилась, строчка пошла. может быть, Он вот просто они. бракованный, может. Доедают. Ну, приятного аппетита. А. Не буду я с ними драться за 100 грамм ягоды. Плантация голубики. Ну, не плантация, Слушай, здесь ну, кустиков Я щас смотрю, уже так тут. не по-детски. А, Там не то, кстати- что кустик 2, сразу так с десяток шасть. Так, И... десяток, чтобы поесть. Кстати, иди доедай, и ежевику ты любишь. Там У еще тебя же там есть бесшибная какая-то. Да, есть пару штук. А, ну, не пару штук, вон. Что-то вон есть, давай пробуй. В этом году, зараза, что сделал крот? Подрыл половину, половина высохла, вырезал. Угу. А, ну это уже остатки роскоши. Да, дурви. Слушай, она, по-моему, больше была. Была больше, но это же последняя. Я небольшой любитель, но у тебя вкусная. Так, Маршал Фош, целый рядочек такой. Вот один был маточный, и вон второй был маточный. Вот здесь, вот маточный. Мгм. Ну, 2. На 8 метрах. Не тянул вообще просто. То есть нагрузка большая, ему столько дал места. А сейчас поприкапывал. Ну, вино из него хорошее. Раз, да, неплохое. Такое терпкое, такой вкусный вина получился у меня. Даже у, скажем так, раньше еще, когда делал, то чернослив, что-то такое. Ну, да, есть у терпкое, него. хорошее, неплохо. Когда набирает кондиции, у меня тогда набрал 21, по-моему, брикс. В прошлом году 17, но тогда 21, супер. Туда было меньше урожая. Лоза зреет, лист не болеет, лист он классный, мощный, рабочий, все, лоза он вся. Вон. Да.
Если на вино, ну неплохо. Я доволен. После Брось- дождей не трещит нормально? Нет, это тут однозначно. У меня был треск, когда у меня был Маршал Фош. Ну, у меня один кустик был ни туда, ни сюда. Ну, сейчас у меня, я из 2 закинул уже, по-моему, 7 у меня получилось. Мгм. Я их по это самое. Ну, будет легче, будет лучше. Может быть, еще перголку, не перголку такую сделаю, такой навес, чтобы загружать нормально. Ну, вроде все получается, лоза зреет. Лора-флора. Очень нравится мне тоже. Ты знаешь, что Крупная даже... ягода. даже Блин, с- ну вот лоза. Ну, у него везде такая лоза. Это здесь лоза такая, я объясню почему. Я же сказал, ручки-крючки. У меня тонкомеры. Потому что вот переламывал, видишь, смотри. Сладкая. Попереламывал, а сейчас все переформирую, оставляю, потому что, ну, во-первых, опыляется классно у меня. Не знаю почему, ну классно. И уже она еще не готова, уже можно есть. А Лора, она, кстати, всегда. Женский цветок, и у нее с опылением проблем вообще Да, не и, слышал. честно говоря, цвет, ну красивый цвет такой лимонный. Если вот руками не залапываешь, она такая лимонная, как в дымке. Ну, Мгм. и вкус классный. А в том году у тебя был урожай? Да. И Вот. когда созрел? Вот, смотрите, что творится. Нахватало. А это знаешь, что это? Это то, что я буду перепрививать Юпитер. В этом А, месте, это Юпитер? вот в этом месте Юпитер хватает мильдию. Вот хоть ты убей его. И чем оно такое А особенное? я не знаю, получается восток, Мгм. восточный пристенок. Вроде солнце идет, но тоже неплохо, больше, чем полдня. Ну то же самое вот было, переломано все. Загибал, когда на зиму, переломал. Шифер везде у тебя здесь? Шифер, да. Это ты уже навинтил. То, что с крыши, да? Вот памяти учителя восточная сторона, вот для сравнения с тем. Ну уже окрасился, но он не тот. Мгм. Там раньше 2 недели, полторы, так железно 1,5 недели. Ну, там раньше такой южная чисто сторона. южный пристеночек, да? Ну да, вот тоже этот карамельный второй куст. Ага. Рубают его товарищи. Все едят. Пускай едят. Это привитой чемпион. Вот Чемпион. именно вот это привитой. А польский там. И вот он плоский польский. Ты привел, нет? Нет. Это я покупал уже саженцем привитым. А, готовы. Но это здесь наши, да, они польские. Это привиты. колоновидно или нет? Нет, обычно. Обычно? Я просто так режу. Формируешь, да? Да, режу, формирую так. Слушай, а хорошо, когда он вымахает, он не сильно тут мешать будет? Ну, Винограда, нет? Видите, я буду держать вот как груша. Вон той груши, я же уже говорил, вот этой груши, вот она груша, этой груши больше 30 лет. Я ее буду держать, и мне хватит 2 ведра яблок вот так. Так, это чемпион корнесобственный, да? Это корнесобственные, Непривитой. ну это, Оно это напротив польский. солнца. Ну вот так вот, наверное, более-менее видно. Слушай, крупная, да? Польский, Хорошая. Да, хорошая. Мне твоя лодка нравится. Она вообще когда не сплавала? Да. А Она сейчас будет- просто как она это. будет немножко на другом месте в следующем Сейчас году. как памятник, да? Да, памятник. Это? Хочешь виноградик? Это? Ты хочешь виноградик? Собаки не едят виноград. Ты что-то попутал. На, вот это спелая, та была не спелая. Будешь такой есть? Будешь? Давай, давай. Вкусно тебе? Отдай, отдай, отдай. Ценитель винограда. Ну что, спасибо Виктору Жуковскому, что позвал нас в гости, провел экскурсию. Никаких проблем. Всегда рады их видеть. Все, пишите в Друзья, комментариях, да. он их читает, отвечает, так что можете ему задавать какие-нибудь вопросы, он, в принципе, ответит. Пацан свой, но пасаран. Все, счастливо, пока.